В дальних районах нашей Солнечной системы за орбитой Нептуна скрыты древние миры, покрытые вечной тьмой и холодом. Эти объекты остаются загадочными и малоизученными, ведь до недавних пор их тайны были недоступны для исследований. Среди них планета Плутон, которая ранее считалась безжизненной, инертной и полностью замороженной глыбой. Однако новые открытия показали, что она гораздо более сложна и динамична, чем мы могли себе представить. У Плутона есть возвышающиеся ледяные вулканы, гигантские образования из замороженных веществ, выбрасывающих свои содержимое наружу, а небо, которое словно исчезает на горизонте, создает ощущение легкой прозрачной дымки. Недалеко от него находится меньший объект – Аиротх, который ученые называют реликвией, сохранившей признаки ранней эпохи формирования Солнечной системы. Этот объект, напоминающий сплюснутого снеговика с двумя лобами, содержит подсказки о происхождении планет и их характерных формах. Какие же глубинные тайны скрывает этот холодный мир? Что стало причиной его необычной формы? И какие космические силы, действующие очень тонко, повлияли на его сооружение? И самое интригующее, способен ли в таких скрытых слоях существовать какой-либо вид жизни? На этом пути мы исследуем самые свежие научные открытия о Плутоне и Аиротх, двух отдаленных загадках, расположенных на границе нашей системы, на краю гипербореи космических просторов. Когда НАСА с New Horizons пролетел мимо Плутона в июле 2015 года, это событие стало революцией в астрономии, разрушив все наши прежние предположения о характере этого далекого карликового планеты. Раньше мы думали о нем как о замороженной, безжизненной глыбе, состоящей из ледяных и каменистых материалов. Но космический аппарат подтвердил, что Плутон – это гораздо более сложное тело с богатым и активным ландшафтом. Одним из самых поразительных открытий стало обнаружение сети гигантских ледяных вулканов или криовулканов, которые превосходят все известные аналоги в Солнечной системе. В марте 2022 года ученые проанализировали полученные данные и выяснили, что в юго-западной части планеты, рядом с ярко окрашенной областью в форме сердца, расположены огромные куполоподобные горы. Эти горы обладают текстурированной бугристой поверхностью и, по сути, являются гигантскими ледяными образованиями. Одной из таких гор является гора по имени Риг-Майкл, которая поднимается на 3 миль, примерно 4,8 километра, ввысь и имеет диаметр около 90 миль. По объему эти образования сравнимы с некоторыми из самых крупных вулканов на Земле, например, вулканом Мауна-Наоа, но здесь речь идет о замороженных материалах, сочетающих воду, метан и другие летучие вещества. Анализ показывает, что эти ледяные массивы покрыты слоями, образованными из смеси льда, воды, метана и других веществ, не связанных с традиционным магматизмом, характерным для огненных вулканов. Все это придает этим образованиям уникальность, а их возраст особенно интересен. Вокруг них почти нет ударных кратеров, что указывает на относительную молодость этого явления. Время их формирования, скорее всего, темное, всего нескольких сотен миллионов лет или даже меньше, что означает, что они – результат недавней геологической активности. Некоторые ученые предполагают, что эти ледяные вулканы все еще активны, медленно выталкивают из недр планеты полузамерзшие вещества, создавая новые шрамы и изменяя ландшафт. Это открытие ставит перед наукой уникальный вопрос: как могло возникнуть подобное активное и молодое образование на таком маленьком, отдаленном потом и холодном мире? Ведь Плутон только около 2/3 ширины Луны и находится очень далеко от Солнца, где внутреннее тепло должно было исчезнуть еще миллиарды лет назад.
Тем не менее, наличие гигантских ледяных вулканов свидетельствует о том, что в недрах этого тела остается энергия, поддерживающая геологическую активность. Так что же является ее источником? Некоторые специалисты предполагают, что внутри планеты может находиться резервуар радионуклидов, которые продолжают выделять тепло. Другие выдвигают гипотезы о существовании внутри планеты компонентов антифризов, например, аммиака, который понижает точку замерзания воды и позволяет образовываться жидким слоям подо льдом. Среди подобных механизмов активно исследуются процессы, происходящие внутри этого далекого мира, ведь их понимание поможет ответить на вопрос о возможности существования подледных океанов и других скрытых геологических процессов даже у таких холодных тел. После анализа данных, полученных космическим аппаратом, становится очевидным: ледяные вулканы Плутона это не просто крохотные аномалии, а свидетельство того, что этот отдаленный, казалось бы, застылый мир сдерживает внутри себя активность чуть ли не юношескую. Он еще в состоянии извергаться, изменять свою поверхность и, возможно, даже поддерживать условия для существования будущих форм жизни. В процессе пролета, когда New Horizons наблюдал за поверхностью Плутона, он обнаружил множество новых особенностей: гигантские трещины, разломы и депрессии, которые служат очевидными признаками внутренних перемещений. Эти гигантские трещины принято интерпретировать как признаки растяжения и разрыва ледяной корки под воздействием сил внутри планеты, так называемой внутренней динамики. То, что мы видим на поверхности, это не просто случайные разломы, а глубокие структурированные раны, свидетельствующие о том, что под поверхностью медленно, но уверенно замерзает огромный океан, возможно, единственный в своем роде в нашей системе. Возможно, под слоем льда расположена жидкая вода, которая медленно, миллиардами лет замерзает и превращается в лед, вызывая расширение и растрескивание корки. Подобно тому, как вода увеличивается в объеме при замерзании, такой процесс может приводить к образованию множества трещин и разломов. Визуальные данные подтверждают, что поверхность Плутона, вероятность, не раз разрушалась и растрескивалась в результате этого замерзания и расширения, показывая сложную динамику внутреннего мира. Однако существует важный нюанс: нет никаких признаков, подтверждающих полное замерзание подледного океана. Если бы он полностью остывал и превращался в плотный сжимающийся лед, известный как лед-2, это вызвало бы очевидные признаки. Части коры смогли бы прогнуться внутрь, создавая эффект сосущих структур. Но такие признаки, как проминание или сдвиги, не были обнаружены, что подтверждает гипотезу о том, что жидкая вода все еще находится там, под слоем льда, и остается в состоянии, близком к жидкому. Этот факт – главное в гипотезе о существовании в недрах Плутона подледного океана. Он подразумевает, что внутри находится достаточно тепла, чтобы эта вода оставалась жидкой еще миллиарды лет, несмотря на очень низкие температуры на поверхности, достигающие примерно минус 382 градуса по Фаренгейту. Ученые предполагают, что тепло задерживается внутри благодаря нескольким механизмам. Во-первых, в основе поддержки тепла лежит терпящая смерть изоляция, слой газовой гидратации, например, метановые льды, покрывающие дно океана, которые действуют как теплоизоляционный барьер, очень медленно пропуская тепло наружу. Во-вторых, в воде присутствуют соединения, такие как аммиак, исполняющие роль антифриза, благодаря которым жидкая среда может сохраняться при температуре ниже нуля.
Также предполагается, что внутри есть сложные химические реакции и процессы, формирующие специальные условия, поддерживающие существование этого подледного океана. Все это позволяет представить, что Плутон – это не просто замороженное тело, а целый подводный мир, скрытый под толстым слоем льда. Это делает его очень похожим на такие известные нам спутники, как Европа или Энцелад, у которых есть свои подповерхностные океаны. Выступая в роли морского дна цивилизации, эти подледные воды могут представлять собой место возможного зарождения жизни, так же, как это происходило на Земле около 3,5 миллиардов лет назад. В целом, идеи о горячем образовании Плутона – гипотеза, предполагающая, что мощные столкновения и сжатия в ранней эпохе быстро нагрели его внутренности, создавая условия для длительной подледной жизни, делают его еще более увлекательным объектом для исследований. Эти предположения подчеркивают, что даже в самых отдаленных и холодных частях нашей системы может существовать сложная активная геология и, возможно, даже тайные запасы потенциальной жизни. На внешней поверхности Плутона расположился слой тончайшей атмосферы, голубая пленка из азота с примесью метана, создающая эффект загадочной фазы, которая возрастает и исчезает в течение его 248-летнего орбитального цикла. Эта атмосфера больше, чем просто тонкая оболочка. Она является живым свидетельством процесса обмена веществ между поверхностью и воздухом, порой исчезающим и вновь появляющимся, словно дыхание этого мира. В течение последних десятилетий она привлекала внимание ученых, так как ее поведение и состав отражают атмосферные и климатические процессы на Плутоне. В периоды, когда планета приближалась к Солнцу, слой замерзших газов начал активно субилироваться. Твердые газы превращались в газообразные и поднимались в атмосферу, вызывая рост давления. Особенно ярко этот эффект проявился после 1989 года, когда начался процесс увеличения давления в атмосфере. В течение следующих нескольких десятилетий ученые наблюдали, как давление возросло примерно в 3 раза за счет увеличения количества азота, который вытеснял и заполнял воздушные горизонты. Эта динамика свидетельствовала о том, что атмосфера Плутона не является статичным образованием, а элементом, постоянно участвующим в обмене веществ и изменениях. Однако через некоторое время, когда Плутон начал отдаляться от Солнца снова, начался обратный процесс. Давление в атмосфере начало снижаться. В 2019 году астрономы зафиксировали, что из-за снижения давления оно упало более чем на 20%, явление которого не ожидали ранее. С помощью прохождения перед звездой, яркой звезды, заступающей перед Плутоном, было точно измерено уменьшение плотности атмосферы и ее приближающийся спад. Анализы показывают, что газы, в первую очередь азот и метан, начинают замерзать и выпадать на поверхность в виде инея, процесс, который активно моделируют сейчас. По нынешним прогнозам, к 2030 годам предполагается, что атмосфера практически полностью исчезнет, превратившись в слой льда на поверхности. Этот кратковременный застой – редкое и уникальное наблюдение, позволяющее ученым понять циклы климата и атмосферной динамики этого маленького мира. В долгосрочной перспективе, когда южный полюс Плутона снова повернется к Солнцу, его атмосфера, скорее всего, вновь поднимется, восстановится, ведь циклы смены сезонов на таком расстоянии идут очень медленно. Однако сейчас, в настоящем времени, мы стали свидетелями редкого явления – факта, когда давление многоразово падает, а атмосфера в буквальном смысле уходит в спячку.
Это уникальная возможность наблюдать в реальном времени процессы, которые в других системах длились бы миллионы лет. И хотя исчезновение атмосферы выглядит трагично, это также шанс понять, как функционирует климат подобных тел и какие процессы обеспечивают его изменение на таких экстремальных расстояниях. Спустя всего несколько месяцев после открытия атмосферы астрономы обнаружили на поверхности Плутона удивительный феномен – появление дюн, очень похожих на те, что встречаются в пустынях Земли. Эти дюны находятся прямо на границе между огромным плоским ледяным полем, называемым планетой спутника, и высокими поднимающимися ввысь горами, образованиями, достигшими сотен метров в высоту. Что удивительно, это вовсе не песок или прах, а замороженные метановые зерна, освещенные солнечными лучами и перемещающиеся в ветрах. Хотя давление в атмосфере Плутона всего около 1 паскаля, в миллионы раз меньшее, чем у Земли, ученые обнаружили, что при непосредственной субеливании твердого азота, иногда вместе с метановыми кристаллами, выделяется энергия. Эта температура вызывает расширение газа, и потоки воздуха, даже настолько слабые, могут поднимать и переносить мельчайшие частицы, диаметр которых составляет всего несколько сотых миллиметра. Там, где ветры достигают примерно 22 миль в час, эти частицы взмывают в воздух и собираются в формы, похожие на дюны. Эти дюны состоят из замерзших метановых зерен, которые образовались, видимо, в высоких горах поблизости, где есть метановые ледники. Расследования показывают, что такие ветровые процессы могли происходить и ранее, формируя эти небольшие, но яркие образования. Их возраст не более полумиллиона лет, что делает их относительно молодыми по геологическим меркам. Внутренний механизм формирования дюн показывает, что даже в условиях экстремального вакуума и низких температур возможна активность поверхности благодаря внутренним процессам, вызываемым космическими ветрами и субелинированием льда. Доказательства этого открывают новые горизонты понимания динамики и геологии тела, даже при таких невероятных условиях. Это сравнимо с процессами, наблюдаемыми на Марсе или на некоторых спутниках, где ветер тоже играет важную роль, формируя уникальные ландшафты и обеспечивая активность поверхности. После долгого исследования Плутона ясное дело, что его уникальный и сложный мир не ограничивается только одной точкой. Он продолжает удивлять ученых. Стремясь к новым открытиям, исследователи направили свой взгляд к следующей цели – к объекту пояса Койпера, известному как Эйротх или Ультима Туле, что на греческом означает «край света». В январе 2019 года аппарат прошел мимо этого мира, оказавшись всего в 4,1 миллиарда милей от Солнца. Это был первый в истории полет, позволяющий близко рассмотреть один из самых древних и загадочных объектов пояса Койпера, своего рода космический снеговик, сложенный из двух неправильных форм, соединенных вместе. Его длина составляет примерно 22 мили, одна из лунок около 13 миль, другая около 9 миль. Это контактный бинар, сформированный из слияния двух отдельных тел, которые, скорее всего, образовались одновременно и медленно слились, а не вывод в результате жестоких столкновений. Глядя на поверхности объекта, ученые увидели, что она очень гладкая и однородная, с равномерным красноватым оттенком и очень небольшим числом кратеров. Это свидетельствует о его древности и высокой сохранности. На поверхности также можно найти большие бугры, диаметр которых достигает 3 миль. Они образовались, вероятно, в процессе постепенного и мягкого формирования, происходившего из одной и той же коробки изначальной материи. В целом, Эйротх напоминает
некий снежный ком или космического человечка, где каждое звено – это часть большого, некогда единого, крохотного мира. Анализы показывают, что строение этого тела – результат очень аккуратного и постепенного процесса, без жестких столкновений и разрывов. Многообразие и сходство цветовых и химических характеристик указывает на то, что оба лоба и вся структура сформировалась из одной и той же области ранней протосолнечной системы. Их срещное положение и выравнивание – признак того, что они, вероятно, вращались вокруг общего центра, постепенно сближаясь, в результате мягкого слияния в единую систему. В отличие от сценария, когда планеты-Земали образуются путем хаотичных столкновений, этот объект, скорее всего, вырос из коллективной гравитационной сжимания облака пыли и льда, минуя этап интенсивных столкновений. Поддержка гипотезы облака схлопывания подтверждается структурой и химическим составом поверхности, свидетельствующими о постепенном и деликатном слиянии. Такой механизм формирования – одна из ключевых загадок происхождения тела и вообще процессов создания планетных и малых тел в нашей системе. Согласно мнению специалиста доктор Уильям Маккин, частицы Айя-Скалита образовались очень близко и медленно вращались друг с другом, словно изначальная группа друзей, которые постепенно срослись вместе, образовав единое целое Сох.